Сюй Саньши, я уже говорила тебе. Между нами не может быть ничего. Пожалуйста, перестань беспокоить меня в будущем. Что произошло в отношениях Сюй Саньши и Цзянь Наньнань? Почему она не может принять его и таит обиду в своем сердце столько лет? И это очень грустная история, которая, однако, разрешилась в будущем. Цзянь Наньнань наконец простила Сюй Саньши и полюбила. Цзянь Наньнань – очень интересный персонаж, один из 7 монстров Шрека с духом кролика, как у Сяо Ву. Она очень добрый человек, относящийся ко всем с уважением и обладающий очень изящным характером, который привлекает всех окружающих. Однако, когда она вместе с Сюй Саньши, ее личность становится полностью холодной из-за их прошлых конфликтов и обиды. Многие парни признавались ей в любви, но были вежливо отвергнуты, за исключением Сюй Саньши, которого она открыто ненавидела и отвергла жестко. Цзянь Наньнань происходит из крайне бедной семьи и должна была заботиться о своей больной матери, когда была маленькой. Из-за своего прошлого Наньнань часто отказывалась от дорогих покупок, собирая даже несколько медных монет. Она отказывается от подарков Сюй Саньши независимо от их стоимости. Вражда Цзянь Наньнань и Сюй Саньши началась в 15 лет. Сюй Саньши является частью клана Черепахи Сюаню, который практикует древний ритуал. Каждый прямой ученик секты таинственной преисподней должен пройти особый ритуал пробуждения своего боевого духа, когда ему исполняется 15 лет. Это пробуждение чрезвычайно важно, поскольку тогда боевой дух может полностью эволюционировать. Но вот в чем проблема. Чтобы полностью пробудить родословную Сюаньву в 15 лет, нужна была молодая девушка-девственница. Когда наступало это время, клан выбирал девушку из хорошей семьи и предлагали ей огромную сумму денег, если она соглашалась вступить в близость с избранным учеником-мужчиной. В этом случае это была Цзянь Наньнань, которая вызвалась сама, потому что ее мать была больна, и старейшины клана обещали дать ей денег и лекарств для лечения матери. Кроме того, если девушка была готова присоединиться к секте таинственной преисподней, она могла даже стать женой ученика, если их отношения будут развиваться хорошо. Но она могла также просто уйти с этой суммы денег. Это давно стало тайным правилом секты Сюаньву. Цзянь Наньнань была выбрана для Сюй Саньши, кланом таинственной преисподней, после строгой процедуры отбора. Мало того, что девушка должна быть девственницей, она также должна быть духовным мастером. Из-за неопытности Сюй Саньши Цзянь Наньнань в конечном итоге оказывается эмоционально травмированной этим событием. И после этого она сбегает в Академию Шрека с глубокой ненавистью и израненным сердцем. Как только Саньши узнал, почему Цзянь Наньнань вызвалась и что ее подкупила его семья, он разорвал с ними связи и последовал за Наньнань в Академию Шрека, чтобы взять на себя ответственность за свои действия. И потому что он был искренне влюблен в нее. Сюй Саньши можно понять, ему тогда было всего 15 лет, и он был крайне растерян. Он был очень взволнован, но это превратилось в огромную ошибку. Цитата из книги. Иголка попала не в то ушко. Сюй Саньши был чрезвычайно одаренным. Щит черепахи Сюаньву, в конце концов, все же эволюционировал, но эволюция не была завершена. Это был лишь наполовину завершенный щит Сюаньву. Этот инцидент стал причиной, по которой Цзянь Наньнань так сильно отвергала его. Сюй Саньши тоже понял, что совершил большую ошибку, но он не мог ничего поделать с тем, что уже произошло. Цзянь Наньнань ушла после инцидента. Это была душевная травма. После получения денег она отнесла сумму обратно домой и немедленно отправилась в Академию Шрека. Все потому, что ей было слишком стыдно снова видеть свою мать. С тех пор прошло несколько лет, но она общалась с матерью только через письма. Она также посылала ей деньги, но у нее никогда не хватало смелости вернуться к ней. Она боялась заново пережить эту боль, если увидит свою мать. Когда Сюй Саньши снова увидел ее, она уже была в Академии Шрека. Во время мероприятия свиданий морского бога Сюй Саньши смог встретиться с Наньнань, однако она все еще была травмирована предыдущими событиями, и их отношения развивались очень медленно. Сюй Саньши знал, что она все еще не забыла о том, что случилось. Цзянь Наньнань однажды сказала Сюю Саньши, что все еще испытывает эмоциональную травму от того инцидента, и ей нужно больше времени. Лишь недавно она согласилась держать его за руку, обнять и поцеловать. Позже Цзянь Наньнань обнаружила, что пока она была в Академии Шрека, Сюй Саньши часто навещал ее маму и заботился о ней, следя за тем, чтобы ей не стало хуже. Ведь Цзянь Наньнань не видела свою маму ни разу с той ночи.
Кроме того, и Сюй Саньши, и Цзянь Наньнань смогли пережить ту ночь заново. В этот раз Сюй Саньши решил не лишать ее девственности и отказался от своего шанса стать преемником клана из-за своей любви к ней. После этого она наконец смогла отпустить стыд и ненависть, которые она чувствовала к нему. Затем они смогли правильно завершить ритуал и стать счастливой парой. Действительно необычная история, довольно грустная, но хорошо, что в итоге все наладилось. Какой урок? Не пробуждайте свой дух в 15 лет. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о произошедшем с Сюй Саньши и Цзянь Наньнань, а также какие еще обзоры сделать и по какому аниме. Можно взять «Пожиратель звезд», «Становление богом» или другие. Подписывайтесь на канал и всем пока!